Здравствуйте, уважаемые зрители! Хочу ознакомить вас с самыми интересными новостями Армении и Азербайджана. Ну вот, видеофакт. От Путина дистанцируются союзники. Лидеры ДКБ старались держаться от президента РФ на протокольной съемке подальше. Вот, если видите фотографию, сейчас я посмотрю. Видно. В общем, вот стоит Путин, Пашинян где-то отодвинулся, и вот этот Рахмон еще отодвинулся. В общем, один Путин стоит, как этот, в середине. Сейчас объясню, в чем дело. Во время протокольной совместного фотографирования в Ереване 23 ноября лидеры стран ДКБ старались держаться подальше от президента России Владимира Путина. Знаете, почему так все произошло? Вот. Европарламент принял резолюцию о признании России страной-спонсором терроризма. Представляете? Россия спонсор терроризма. А теперь кто захочет? Рядом стоит лидером спонсора терроризма. Вот он стоит в центре. Все подальше на 1,5 метра, лишь бы рядом не стоять. Так, Европарламент принял резолюцию о признании России страной-спонсором терроризма и включил ее в соответствующие списки. Все. Так что вот, Путин этот, как сказать, главарь стоит в центре, видите. Во всяком случае, такое впечатление сложилось у зрителей от просмотра видео агентства ТАСС, на котором премьер Армении Никол Пашинян сначала отвернулся от Владимира Путина, а потом, взглянув на него, словно измерил расстояние глазами и постарался не приближаться. Да, Пашинян сразу... Сейчас я вам покажу там еще кусочек там ролика. И вот этот Рахмон, да, Эммануэль Рахмон тоже отвернулся от него и обращался с секретарем УДКБ Засим. Так, лидеры стран ДКБ не захотели даже встать рядом с Путиным. Представляете, уже не хотят даже вставать рядом с ним уже. До того он, как сказать, уже отвратителен для этих всех, как сказать, лидеров. Во время съемок для совместной фотографии премьер-министр Армении Никол Пашинян и лидер Таджикистана Эммануэль Рахмон максимально дистанцировались от президента РФ Владимира Путина. Вот как раз тут есть. В общем, Путин, все отвернулись. Этот Пашинян стал говорить сюда, Рахмон Засим. В общем, Путин стоял и не понимал, вот головой мотал: где мои союзники? Почему-то отвернулись от меня. Получилось так, что все главы стран ДКБ активно между собой общались. Сам же Владимир Путин, посмотрев по сторонам, молча и неловко переминался с ноги на ногу. С ноги на ногу переминался, не понял, чего от меня все отвернулись. Я ведь главный там, на этом саммите ДКБ. Почему меня так не любите? В общем, вот такие новости. Так, поехали дальше. Его касающие результатов встречи ДКБ. Ожидания от ДКБ не оправдались, заявил Ален Симонян. ДКБ военно-политическая структура, и кроме ожидания военной помощи, наши ожидания могут быть связаны также с политической оценкой. Эта политическая оценка была недостаточной, поэтому принято решение не подписывать заявление, они решили, не подписывать заявление. Сегодня на территории ДКБ находятся войска третьей страны. Я не знаю, как страны ДКБ приспосабливаются к этому, или как видят продолжение этого, сказал Симонян. Так, мы никогда не делали такого заявления, мы говорили, что ДКБ уходит из региона, и мы обеспокоены этим. Так, документ, не подписали. Нашим друзьям нужно задать вопрос, а ДКБ решила уйти из этой закавказской территории или нет. Если уходит, то как минимум об этом нужно сказать. Тем не менее, нельзя сказать, что мы ждем только шагов от этой структуры. Мы предпринимаем самостоятельные действия для обеспечения безопасности нашей страны. В общем, Ален Симонян говорит: почему вы нас не защищаете, это территория Армении, а вы отвернулись от нас, ушли за кавказской территории, мол, сами разбирайтесь, и все, говорит, мы ничего подписывать не будем. В общем, вот такие новости. Всем спасибо, всем пока, до новых встреч.